Всем привет! Наверное, все уже знают, что компания Poco в скором времени представит долгожданный смартфон, а именно Poco X4 Pro. Он, как и предполагалось ранее, относится к разделу народных смартфонов, как и его китайский брат Redmi Note 11 5G. Напоминаю, очень известный немецкий ресурс совсем недавно опубликовал предварительный обзор устройства с живыми фото, характеристиками и даже примерами фотосъемки. Но, как всегда, обзор вскоре удалили с площадки YouTube. Но не все было потеряно. Уцелели живые фото смартфона, по ним мы можем полностью представить внешний вид смартфона, который, кстати, не похож ни на один смартфон, выпущенный ранее компанией Xiaomi или Poco. И мало того, имеется несколько примеров фотографий, сделанных с помощью основной камеры Poco X4 Pro. Скажу как есть. Даже камера на 108 мегапикселей не может вам предоставить идеальные фотографии. Почему? Об этом я сейчас вам расскажу. Ну а также уже сейчас известны все технические характеристики смартфона Poco X4 Pro. И они, честно говоря, удивляют, если учитывать стоимость гаджета. Итак, основные фишки его — это отличный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 695 5G. Это действительно очень хорошее решение на 2022 год. Достаточно интересный AMOLED-дисплей на 6,67 дюйма, аккумуляторная батарея на 5000 мАч, MIUI 13 из коробки, ну и, конечно же, цена. И многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон Poco X4 Pro получился не идеальный, со своими плюсами и минусами. Также многие пользователи, а также фанаты задают вопрос, когда именно нам ждать этот неоднозначный гаджет. На данный момент названа предполагаемая дата официальной премьеры смартфона, а именно 28 февраля. То есть ждать осталось недолго. Причем речь идет о глобальном анонсе. Следовательно, мы получим модель, которая будет продаваться в Европе и России, что для нас является большим плюсом. Основное отличие от предыдущего поколения — это, конечно же, процессор. Старая модель Poco X3 Pro базируется на довольно мощной платформе, также от компании Qualcomm, Snapdragon 860, в то время как новая основана уже на Snapdragon 695, как я и говорил ранее. Напоминаю, это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 27 октября 2021 года и изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет два ядра Creo 660 Gold Cortex A78 на 2.2 и 6 ядер Creo 660 Silver Cortex A55 на 1,7 ГГц. Теперь о самом главном, на что обращает внимание каждый пользователь. Это, конечно же, цена. Аппарат поступит на прилавки магазинов по рекомендованной цене всего в $380 за минимальную конфигурацию. Смартфон Poco X4 Pro получил блок камеры в треть тыльной панели. Это все было сделано для выделения основного сенсора, хотя датчиков, к сожалению, всего лишь 3, и они сконцентрированы в углу. Разрешение основного сенсора целых 108 мегапикселей, что немаловажно, оптической стабилизации, к сожалению, нет. По первым фотографиям можно увидеть, что Poco X4 Pro снимает не лучше и не хуже других аналогов. Несмотря на столь высокое разрешение, не зря знаменитая компания Apple до сих пор использует датчики всего лишь на 12 мегапикселей. Гнаться за этим однозначно на данный момент не стоит. Должно пройти какое-то количество времени, чтобы все это сделали действительно на 108 мегапикселей. Предлагаю вашему вниманию примеры фото, демонстрирующие, на что способна основная камера смартфона Poco X4 Pro.
Также стоит отметить, что гаджет получил отличный экран диагональю 6,67 дюйма, разрешение и кадровая частота Full HD+, и 120 Гц соответственно. Технология дисплея, конечно же, AMOLED. Для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Это нам дает сниженное потребление энергии при показе темных тонов, так как при отображении черного цвета дисплей не светится, а при показе смешанных оттенков может выдавать повышенную яркость. За счет этого AMOLED-экраны демонстрируют лучшую контрастность и глубину черного. Poco X4 Pro получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Но беспроводной, к большому сожалению, нет. На полную зарядку аккумулятора будет уходить примерно плюс-минус 36 минут, что очень и очень хороший результат. Это намного быстрее, чем 65-ваттные устройства конкурентов, включая Oppo, Realme и OnePlus. Кроме того, блок питания можно использовать для зарядки других смартфонов, ноутбуков и различных аксессуаров. Адаптер имеет несколько степеней защиты, включая защиту от скачков, напряжения и перегрева. Работает смартфон под управлением MIUI 13, но на базе Android 11, а не свежий Android 12. С чем это связано, я, к сожалению, не знаю. А это нам дает новые анимации и шрифты, переработанные значки приложений, новые звуковые эффекты, обои и многое другое. Телефон оснащен стереодинамикой. Ну что же, ребята, с каждым годом компания Poco удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. И мы получаем все лучше и лучше смартфоны. Как мы видим, продолжение Poco X4 Pro действительно заслуживает внимания. Самое главное, что смартфон стоит очень и очень недорого. Плюс-минус $380. Это небольшая стоимость за такие технические характеристики, которые нам предлагает данный смартфон. Также хочу заметить, что смартфон получил очень и очень интересный процессор, достаточно неплохой экран и зарядное устройство действительно может зарядить ваш смартфон плюс-минус за 40 минут. Это очень хороший результат. Но все вы должны понимать, что это плюс-минус точно такой же смартфон, как Redmi Note 11, только изменили внешний вид и пару технических решений. Вот и все. Ждем презентацию. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.